Сейчас покажу, как собирать кит для установки шестеренчатой раздатки на Джимника. Что входит в этот набор? Адаптер для датчика скорости. Датчик скорости выкручивается из родной раздатки, вставляется сюда, прикручивается болтиком, точно так же, как на родной раздатке. Шестерня датчика скорости. Новый фланец, выточен из цельного куска, никакой сварки. Два адаптера, если будет необходимо, используем их на промкардан и на передний кардан. Ну, естественно, сами опоры новые, потому что опоры родные джимовские под эту раздатку не подходят. Опоры этой раздатки на Джимника не подходят. Нужно делать полностью новые. Ну и болтик. Так, ну первым делом берем шестерню датчика скорости. У нее с одной стороны есть вот такой выступ, а с другой стороны паз. Потом надеваем на раздатку. Вот таким образом выступ упирается у нас в запорную втулку, и у нее есть какое-то пространство для вращения. Далее одеваем адаптер для датчика скорости. 4 короткими винтами под шестигранник прикручиваем адаптер. Далее одеваем фланец и закручиваем гайку. Гайку закернить. Если диаметр фланцев 96 мм, то для того, чтобы соединить с джимовскими карданами, в комплекте идут вот такие вот переходники, проставки. Их прикручиваем с помощью более длинных винтиков на 8, которых в комплекте 8 штук. Если у вас фланец большой и его диаметр 104 мм, то ваши карданы джимовские, скорее всего, будут соединяться с вот этими двумя фланцами напрямую. Соответственно, вам вот эти переходники не нужны, их можно использовать просто в качестве проставки для удлинения кардана. Но для этого надо будет здесь высверлить резьбу, потому что сквозь нее не пройдет. Родные болтики, которыми прикручивается раздатка, это М8 на 20. Если таких нету, то можете купить просто в ближайшем магазине новые. Рекомендую также использовать фиксатор резьбы. Я не буду прикручивать сейчас к этой раздатке окончательно, потому что мне нужно будет ее отправлять. Все, вот в таком виде она закидывается на машину. Сюда еще нужно прикрутить подушку, а здесь подушки уже вставлять лучше по месту. Ну вот у меня вот такой вот опыт, мне так удобнее. Может быть, потом как-нибудь сниму видео о том, как я внедряю непосредственно на автомобиль.